Подарок на Рождество. Ужасно занятый на работе отец постоянно опаздывает на семейные мероприятия. После очередной неявки на выступление сына по карате, он обещает купить ему на Рождество суперигрушку Турбомена, которую его жена просила купить еще несколько недель назад. Естественно, в суете рождественских хлопот главный герой благополучно забывает об обещании. И вот начинается безумная гонка за суперпопулярной игрушкой в самый последний день. Но уж больно много желающих, а игрушек осталось всего ничего. Майкл! Что я такого сказал? Эти ребята ищут Турбомена. Да, куплю Турбомена. Гринч. Похититель Рождества. Один из самых сказочных и атмосферных новогодних фильмов. Жил-был в Ктограде человек, и звали его Гринч. Был он весь зеленый и волосатый, никто его не любил. Обиделся Гринч на Ктовичей и ушел жить на одинокую, обдуваемую всеми ветрами гору. Сидел там в своей пещере и злился на весь свет. Больше всего Гринч ненавидел Рождество. В то время как все население Ктограда веселилось от души, барометр и без того всегда плохого настроения Гринча показывал нечто ужасное. Каждое Рождество становилось для зеленого отшельника страшной пыткой. И вот однажды злобный житель горы решил покончить с этим праздником раз и навсегда. Пока беззаботные Ктовичи сладко спали предпраздничную ночь, вероломный Гринч решил украсть у горожан их Рождество. Ты лишишь Кторов праздника. Мотор? Верю! Семьянин. У Джека есть все. Он богат, успешен и не обделен женским вниманием. Несмотря на это, в душе он одинок. Судьба в виде чернокожего Санты дает герою попробовать жизнь счастливого семьянина на вкус. После чего у него есть выбор. Он может быть президентом компании, жить в роскошной квартире, гонять на последней модели Феррари, но при этом оставаться одиноким холостяком. А может стать семьянином, не особо успешным, зато счастливым человеком. Счастливого Рождества. 4 Рождества. В канун очередного Рождества, когда все семьи по традиции собираются вместе, Кейт и Брэд собираются лететь на Фиджи, нежиться под солнцем и заниматься дайвингом. Однако все авиарейсы отменены из-за сильного тумана, а наши герои попадают в теленовости. Теперь им не удастся улизнуть от своих родственников и придется навестить целых 4 Рождества. Проверка отношений на прочность, скелеты в шкафу родом из детства, шалости племянников, да и родственнички далеко не подарки. Однако, встречаясь со своими страхами, Брэд и Кейт начинают по-новому относиться к семейным ценностям. Смотрите, Кейт как будто бы играет с Кейси. Не помню, чтобы она когда-нибудь играла с детьми. Да. Классно. Ну и конечно же «Один дома». Прошло более 30 лет с тех пор, как «Один дома» попал в книгу рекордов Гиннесса, как комедия с самыми большими сборами на тот момент. Около 533 миллионов долларов. А многие и до сих пор не представляют себе Новый год без просмотра киноленты, в которой 8-летний Кевин МакАлистер срывает планы мерзких бандитов. Я сделал так, чтобы моя семья исчезла. «Один дома 2». Кевин возвращается на экраны, но теперь он один, но не дома, а в Нью-Йорке. И у него достаточно денег и кредитных карточек, чтобы превратить Большое Яблоко в собственную площадку для игр. К тому же, его старые приятели-жулики Гарри и Марв сбежали из тюрьмы. Новые западни и ловушки уже ждут горе-бандитов. Моя семья во Флориде, а я в Нью-Йорке? «Один дома 3». Трое мужчин и женщина украли новейшую микросхему, способную нейтрализовать всю систему противокосмической обороны. Микросхему положили в игрушечную машину, а ту в пакет. В аэропорту обнаружилось, что багаж бандитов забрал кто-то другой, а вокруг много людей с точно такими же пакетами. В ходе поисков выяснилось, что женщина, забравшая груз бандитов, улетела в Чикаго. В результате машинка с чипом попадает в руки очень смышленого и отважного мальчишки. Сюжет знакомый, но на этот раз вместо бедолаг-неудачников против мальчугана, заболевшего ветрянкой и оставшегося дома одного, выступают настоящие профессионалы. Очень опасные люди. Ну, и где же воры? Нет воров. Просто один шалопай не ходит в школу из-за болезни и второй раз вызывает полицию. Неприятно? У этой франшизы есть и продолжение, но почему-то качество фильмов покатилось по наклонной. Это надо закрывать от детей. Пиши в комментарии, какие фильмы ты пересматриваешь под Новый год. Желаю всем праздничного настроения и до встречи в следующем видео.